Украинское военное командование отказалось забрать тела погибших киевских офицеров, которых, отступая, бросили на поле боя. Сейчас их хоронят ополченцы. В целом обстановка в прифронтовой полосе между позициями украинских войск и сил Новороссии при этом остается крайне напряженной. Киевские боевики не прекращают провокации ежедневных обстрелов. В одной из наиболее горячих точек Луганском городе Первомайске, к которому вплотную подступают позиции украинских войск, побывал наш корреспондент Станислав Назаров. Город Первомайск с трех сторон окружен украинскими военными, которые продолжают предпринимать попытки спровоцировать подразделения армии Луганской Народной Республики неприцельными обстрелами из минометов и бронетранспортеров. Развернешь машины, сказал. Одну и вторую. В районе Дебальцево на передовые позиции ополчения мы добираемся через поля. Асфальтовая дорога простреливается всего в 4 километрах. Блокпост Нацгвардии. Периодически слышна стрельба из АГС и пулеметов. С двух сторон работают минометы. Вчера, например, стреляли по мирным. Люди ехали поздно, переоформляли пенсию. Только накануне в районе села Калиново была обнаружена и уничтожена минометная группа, которая попыталась подойти ближе к Первомайску, чтобы обстрел вести уже не по огневым позициям казаков, а по самому городу. У украинских военных казаки обнаружили кинжалы времен Великой Отечественной войны с символикой гитлеровской Германии, свастика, гербы и отличительные знаки дивизии СС. Это было у капитана украинского. Мы его взяли трофейный. Оригинальный штык-нож. Единственный тренчик со штык-ножа автоматного. А это было у старшего лейтенанта. Рубежи обороны Первомайска контролирует усиленное подразделение казаков до ближайшего блокпоста украинской нацгвардии. Меньше 4 километров. За передвижением противника ополченцы наблюдают из окопов. На этом направлении бои происходят регулярно. Мотались БМП, пока не дали им немного по зубам. Пока они не потеряли личный состав, бронетехнику не потеряли. Это были их провокации. Они катались в километре, в 2. Постоянно себя провоцировали нас просто. Командир разведгруппы казачьей гвардии 2 недели назад получил контузию и осколочное ранение. У меня контузия 2-й степени получилась. Еще выше. Висок достали, осколок. Колено, плечо сильно разорвано было. И нога в 2 местах. В этой братской могиле ополченцы похоронили 7 военнослужащих украинской армии, погибших в результате недавнего боестолкновения. Казаки связались с командирами погибших, но те забирать тела солдат отказались. Здесь похоронены солдаты украинской армии, погибшие при нападении на поселок Калиново. В бою был подбит БМП, и они сгорели в БМП.